Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, наши родные! Сегодня мы поговорим о теме перемены судьбы. Как меняется судьба человека при встрече с родной душой. Это очень интересная тема, поскольку очень многие люди хотят изменить свою судьбу, хотят изменить свою жизнь, предпринимают очень большие усилия для этого. Не всегда эти усилия приводят к успеху. И вот что получается, когда вы встречаете свою родную душу, то ваша судьба, она меняется сама. Это происходит спонтанно, происходит естественно. Вот как это происходит, почему это происходит и почему иногда человек сопротивляется этим переменам, он их боится на самом деле. Несмотря на то, что хочет, чтобы жизнь изменилась, тем не менее он боится вот этих перемен. Об этих и о других вопросах мы будем сегодня говорить. Будем говорить, за счет какой энергии происходят эти перемены, чтобы была хорошая, правильная ориентация в том, что с вами происходит. Потому что нам очень часто пишут письма, очень часто задают вопросы, и в этих вопросах сквозит, знаете, такой испуг, такой страх. Что делать? Вот произошла встреча, и что делать? У меня начинает, кто-то пишет, у меня начинает все рушиться, кто-то пишет, что он теперь не может жить так, как раньше он жил, и, в общем-то, возникает растерянность. Вот чтобы не было такой растерянности, чтобы было больше понимания тех процессов, которые у вас происходят, вот об этом сегодня будем говорить, и будем приводить примеры, рассказывать конкретные случаи, в том числе и свой пример будем приводить. И перед тем, как мы начнем, конечно, нам хочется от всей души поблагодарить тех, кто поддерживает миссию проектов движения «Родные души». Проекты движения «Родные души» — это вот видео-встречи, которые мы выпускаем, которые вы смотрите. И все эти видео-встречи проводятся, конечно же, абсолютно бесплатно, в помощь всем идущим по пути родных душ. И искренне хочется выразить благодарность тем, кто поддерживает материально миссию данного проекта. Благодарим. Спасибо вам. Нам периодически пишут, что наши видео действительно являются для многих спасительными. И для нас это очень приятно. Нам очень приятно это слышать, очень приятно это знать. Таким образом мы знаем, что наша деятельность и вот то видео, которое мы делаем, все это не напрасно, все это совершает реальную работу, приносит реальную пользу. Благодарим вас за поддержку. И начнем мы сегодняшний наш рассказ с того, как происходит встреча с родной душой и как начинает возникать этот процесс перемен, этот процесс изменений. Итак, вы можете встретить свою близнецовую половинку, либо вы можете встретить свою родственную душу или даже кармического партнера, и в том, и в другом, и в третьем случае вы начинаете замечать, что у вас внутри происходит какой-то, скорее всего, незнакомый вам до того процесс изменений. Что это такое? Вы вдруг чувствуете себя совершенно другим человеком. Вот произошла эта встреча, может быть в этот же момент, может быть через несколько дней, но, как правило, достаточно быстро. Человек осознает, что он внутри очень сильно изменился. Он осознает, что он внутри ощущает себя совершенно иначе, другой человек. Эти изменения могут быть очень разными.
Допустим, если вы встречаете свою близнецовую половинку, то это могут быть сразу же глубинные, трансперсональные или еще говорят божественные переживания, божественные состояния, и вы чувствуете себя на небесах. Да? Если вы встречаете свою родственную душу, то это могут быть примерно похожие состояния. Если же вы встречаете своего кармического партнера, то в этом случае вы можете чувствовать, то есть переживать другие состояния, вы можете ощущать просто очень большой энергетический подъем. В первую очередь, конечно, вы почувствуете, что вы встретили какого-то очень родного, близкого для себя человека, и у вас внутри тут же произошли изменения. Тут же произошла не то чтобы переоценка ценностей, а вот сразу же моментально вы себя ощутили другим человеком. И вот сейчас мы будем рассказывать, как же это происходит. Но в самом начале нужно обратить особое внимание на то, что происходит это спонтанно, происходит это почти незаметно для сознания, то есть сознание, оно как-то еще не очень фиксирует. Бессознательные какие-то импульсы у вас вырываются на поверхность, душа ваша раскрывается, происходит пробуждение души, иногда такое глубинное пробуждение души, и вы чувствуете себя другим человеком. Вот на это нужно обратить вам особое внимание при встрече с родной душой. Почему? Потому что если вы принимаете этот процесс внутренних изменений, значит этот процесс будет дальше развиваться. Дальше перемены ваши внутренние, а вслед за этим и перемены в жизни, они будут происходить. Если же вы пугаетесь, если вы говорите, я вообще не знаю, что вдруг произошло, что со мной произошло, что это за человек, и может это вообще какое-то наваждение, или там меня приворожили, как иногда до сих пор говорят, вы сразу же блокируете этот процесс, вы пугаетесь, этот процесс блокируется, и никаких перемен не будет. Ничего дальше не развивается. Поэтому в самом начале сразу же обращайте внимание, что при встрече с родной душой у вас возникают состояния, когда вы другой. Вы становитесь другим человеком. Другим. Каким? Вот еще раз скажу, все-таки это довольно индивидуально. Но вот это состояние, вдруг моментального обновления, такого сильного, мощного ощущения, что вы стали другим человеком. Обратите на это внимание. С этого все начинается. Когда вы встречаете свою родную душу, тогда запускаются настоящие энергетические процессы. И получается так, что ваш ум начинает паниковать в это время, и он говорит, что-то не то, что-то не так. В то время как ваша душа радуется, что вы счастливы, вдруг мир сияет радужными красками, вы вдруг оживаете, у вас появляются силы, какие-то внутренние резервы раскрываются, вы просто летаете. Но это не влюбленность, не нужно с этим путать. Это даже сильнее получается по энергии, чем вот просто если вы влюбились. Так вот, конечно, на таком энергетическом подъеме вдруг ваш ум начинает паниковать и говорить: ой-ой-ой, что-то не так, подожди, присмотрись к этому человеку, он что-то сделал с тобой. Как вот из своей же практики я говорю, что вот однажды мне родственная душа, молодой человек, он мне сказал: слушай, что ты там делаешь, ты меня что там, карты какие-то раскладываешь, мне так и хочется вернуться к тебе, прийти с тобой поговорить. А в то время как я ничего, конечно же, не делала, просто эта энергия родных душ, она вот так соединяет людей. Вот, пожалуйста, это пример. И если вы впервые, тем более, встретили свою родную душу, и с вами происходит вот эта жизнь, которая вдруг просыпается вокруг вас и внутри, то, конечно, ваш ум запаникует. И вот мы рассказываем это все для того, чтобы вы знали, что это нормально, что не нужно поддаваться на его уловки. Это не значит, что ум перестанет паниковать и перестанет говорить вам о том, что посмотри-ка, посмотри внимательно на этого человека. Нет, это совершенно не значит, что так будет. Но, по крайней мере, вы будете уже знать, что это нормально. И вы сможете больше отдаться тем процессам энергетическим, которые происходят у вас внутри, которые дают чувство жизни и чувство, как еще сказать,
чувство полета. происходящего, когда все начинает Ну, я даже происходить. не знаю, чтобы описать это словами, это очень трудно. Ну, тот, кто встретил, уже все это Кто встретил понимаете. свою родную душу, они прекрасно Да. понимают, о чем речь. И вот, кстати сказать, нам периодически еще оставляют комментарии или пишут на почту. Чаще всего оставляют комментарии, когда говорят, вообще непонятно, о чем вы говорите. Ну, в лучшем случае напишут, что вроде как-то интересно, но вообще непонятно, о чем вы говорите. А иногда пишут просто ерунда какая-то. Да, я так мягко говорю. Так вот, кто не встречал свою родную душу, тот не понимает, о чем речь. Кто же встречал свою родную душу, он сразу же чувствует вот то, о чем мы говорим, он сразу же чувствует, говорит, да-да-да, вот это вот со мной было, вот именно так, как вы описываете, ну и так далее. То есть, если вы пока еще этого не понимаете, ну, значит, еще пока у вас такой встречи не было и, может быть, и не произойдет. Да. А если эти слова вам созвучны, значит, они могут принести вам огромную пользу. Итак, сегодняшняя встреча, назначение сегодняшней видеовстречи, это назначение в том, чтобы вы приняли те перемены, которые возникают у вас, чтобы вы не боялись. А почему не нужно этого бояться, мы об этом будем говорить. И хочется еще сказать для наших новых зрителей, у нас сейчас их появилось достаточно много, те, кто смотрит наши видео, и у кого, может быть, еще не было встречи с родной душой, они не понимают, о чем мы говорим, другие даже откровенно этого боятся, и это тоже нормально. Но кто-то пишет, что встреча с родной душой — это для избранных. Нет, это не так. Мы никогда в своих видео не говорим, что вы избранный, что вы должны быть избранным. Нет, просто встреча с родной душой случается. И есть те люди, которые не могут никак пойти дальше по своему пути без своей родной души, без этой встречи, которая вдруг раскрывает в вас невероятные доселе спящие резервы, когда вы вдруг понимаете, что вы оживаете на глазах, в вас раскрывается огромный поток творчества, вам хочется что-то делать, вам хочется принести какое-то благо для людей. Вот чем ценна эта встреча с родной душой. Это даже может быть и родственная душа, и кармический партнер. Что же говорить о близнецовой половинке. И хочется еще раз отметить для тех, кто пишет нам периодически, что вот, а если я не встретил свою родную душу, не встретили, ничего страшного в этом нет. Вы просто живете своей жизнью, идете своим путем. Ведь путей их очень много. Мы говорим о пути родных душ. И вся наша деятельность, она призвана помогать тем людям, которые встретили свою родную душу или которые желают, жаждут этой встречи. Итак, сейчас подробнее о том, что происходит, когда у вас внутри начинают возникать эти спонтанные перемены. Что первое вы чувствуете? Кого бы вы ни встретили, близнецовая половинка, родственная душа или это ваш кармический партнер, вы будете чувствовать и в том, и в другом, и в третьем случае, что у вас внутри родилось нечто новое. Вы вдруг мгновенно обновились и почувствовали жизнь. Почувствовали краски жизни, увидели краски жизни, услышали звуки, почувствовали, как жизнь происходит. То есть все ожило. И многие в этот момент, не в этот момент, чуть позже начинают осознавать, что до того они не жили вообще. Это была какая-то механическая жизнь, такая роботизированная, когда как биоробот выполняет человек определенные программы. Да, нужно то-то, нужно это, третье, четвертое, пятое. Вроде бы функции выполняются, а ощущений жизни нет. И вдруг происходит встреча с родной душой, и возникает это внутреннее колоссальное ощущение жизни. Человек чувствует, что начинает дышать, видеть краски, слышать звуки, начинает ощущать жизнь. Вот с этого пункта, с этого момента и начинаются настоящие перемены в вашей судьбе. Всем известно, наверное, такое выражение, что для того, чтобы произвести изменения в одной системе, нужно выйти за пределы этой системы. Да? Есть такое выражение, его приписывают Эйнштейну, приписывают другим
каким-то знаменитым личностям. Так вот, когда вы встречаете свою родную душу, вы выходите из этой системы своей механистической жизни. У вас была механистическая жизнь, у вас были какие-то функции, которые вы выполняли, хорошо или плохо, не суть важно. Ну что-то было, но не было ощущения жизни. И вдруг произошла встреча с родной душой, и вы оттуда буквально вылетели, из этой вот программы буквально вылетели и почувствовали себя живым. Что произошло? Произошло ваше духовное пробуждение, первичное духовное пробуждение. Это не означает, что вы стали просветленным или каким-то духовно продвинутым человеком тут же, да, или там в течение нескольких дней. Нет, совсем нет. Первичное духовное пробуждение с вами произошло, ваша душа ожила, она сделала вдох, она открыла глаза, увидела мир. Вот так начинаются перемены. Перемены начинаются в вашей жизни за счет вашей души, за счет того, что ваша душа оживает. И это и есть самое ценное в вашей встрече с родной душой. Мы очень часто это повторяем, что самое ценное – это то, что оживает ваша душа. Вы можете потом даже не видеться с этим человеком никогда. Или, может быть, очень изредка переписываться. Ну так получается иногда, что нет никакой возможности для общения. Но при этом годами сохраняется это ощущение жизни, сохраняется это состояние, что вы живой. И если вы откликнетесь на это состояние, если вы не скажете себе, что «ой, нет, это какое-то наваждение, какая-то ерунда и бред», какая-то непонятная встреча, надо ее забыть, перечеркнуть. Надо опять вернуться к своей этой прежней механистической жизни. Вот если вы так не сделаете, а откликнетесь на свою душу и скажете сами себе, что вот, наконец-то я ожил, наконец-то я почувствовал, что такое настоящая жизнь. Если вы откликнетесь на свою душу, то дальше у вас начнется дальнейший путь вашей души. Вы пойдете другим путем. Вот это и есть изменение вашей судьбы. Ваша судьба меняется с механистической, такой функциональной, да? Она меняется на судьбу вашей души. Это другой путь, это путь вашей души. И вот он открывается в момент узнавания, в момент встречи, когда вы встречаете свою родную душу, узнаете ее, принимаете эту энергию, вот перед вами открывается этот новый путь. И вот каким же образом человек дальше движется по этому пути. Многие потом даже спрашивают, вот это очень частый вопрос, пишут и на консультациях говорят так: вот я встретил человека, общаться я с ним не могу, да, но эту энергию я чувствую. Какие мне духовные практики делать, чтобы поддерживать эту энергию? Вот вы знаете, чаще всего ответ – никакие не надо делать, особенно духовные практики. Почему? Потому что если вы даже просто примете этот поток энергии, который у вас уже есть, эта энергия вас поведет. Вам не нужны какие-то особенные дополнительные стимулы в виде каких-то отдельных медитаций, отдельных занятий. У вас уже есть эта энергия. Ведь суть духовных практик в получении энергии. А она у вас уже есть. Это дар. Вот об этом мы часто говорим. Вы встречаете свою родную душу, это дар. И в том числе это дар изменений вашей судьбы, когда ваша судьба меняется спонтанно, сама по себе. Вам дана эта энергия изменений, перемен. Примите ее. И эта энергия поведет вас дальше. А вот какая это энергия, как она работает, как она проявляется в жизни человека, об этом мы будем сейчас говорить. И когда происходит ваша встреча с родной душой, вдруг вы замечаете, что жизнь, которую вы жили до этой встречи, она была как словно не ваша. Вы что-то там пробовали, что-то искали, где-то пытались себя найти, а после этой встречи вы вдруг почувствовали, что вот оно ваше родное, оно раскрылось, и оно зовет вас. И
это реально идти своим путем, путем своей души. Как будто бы шлюзы все открылись в вашей душе, и свободно потекла вода. Это энергия, которая вас несет теперь вперед. И это ваш путь. И самое лучшее, что может быть вообще в жизни каждого человека, это найти свой путь, путь своей души. И вот в этот момент, когда случается эта встреча, вы находите путь своей души. Более того, вы вдруг чувствуете присутствие чего-то очень родного, большого и теплого. И не только этого человека, но вдруг все пространство, оно меняется. И вы ощущаете, как вас окружает вот это облако, теплое, светлое, очень мягкое, очень родное. Это ваше родное пространство, это ваш родной поток. И это невозможно оценить вот так словами, вот так умом. Это можно почувствовать только глубоко у себя внутри, в своей душе. Ну, как еще сказать? Вот вы не дышали до этого момента, и вдруг ваши легкие раскрылись, и вы начали дышать всеми легкими, всеми фибрами своей души. Вот на что это похоже. Вокруг вас образуется совершенно четкий, осязаемый энергетический кокон. И в этом энергетическом коконе вы ощущаете себя дома. Вы ощущаете не только этого человека, свою родную душу, как родного человека, но через какое-то время вы чувствуете это пространство вокруг себя, энергетическое пространство, которое окружает вас энергетическим коконом. И это пространство вам родное. Поэтому очень часто говорят, что при встрече с родной душой я почувствовал, что я пришел. Я пришел домой. Вот этот духовный дом. Ощущения и глубинные переживания этого духовного дома, они вас наполняют, заполняют. Чаще всего, конечно, эти переживания возникают при встрече с близнецовой половинкой и с родственной душой. С кармическим партнером такое возникает редко. А это все-таки довольно высокие, такие высоковибрационные состояния, которые при встрече с кармическим партнером, как правило, не возникают. А если они возникают, то на очень короткий промежуток времени, то есть просто такой подскок энергии кратковременный, после чего энергия очень быстро опускается, и этих состояний больше вы не чувствуете, вы их больше не переживаете. Так вот, ощущение всех этих высоковибрационных состояний, опять-таки, вам дает совершенно реальный шанс начать новую жизнь, новую судьбу. То есть вы ощущаете, чувствуете и даже уже в некоторой степени владеете другой энергией, другой силой. Вы чувствуете себя другим человеком, наполненным другой энергией, и уже четко знающий человек, вы уже четко знаете, что ваша настоящая жизнь, она идет именно вот в этом направлении, там, где ваша душа. Это вы совершенно четко знаете. И это многих действительно пугает. Это нужно сказать прямо, откровенно. Вот чтобы не было вот этого испуга, что со мной происходит, и что это такое вообще значит, мы об этом и рассказываем. Резко поднимается ваш энергетический уровень, высоковибрационные состояния возникают, пробуждается первичное пробуждение вашей души, в результате чего образуется новый путь. Если вы открываетесь этим энергиям, значит вы открываетесь этому новому пути. Если вы боитесь, если вы блокируете, значит по большому счету перемены в жизни не будет, либо она будет очень-очень-очень медленной. Так, и знаете, годами будет происходить. Вот такие случаи нам известны, о них рассказывают, как правило, на консультациях, подробно рассказывают, что происходило в результате того, что человек боится, блокирует эти перемены, да? Либо действительно он как бы забывает об этой встрече и ничего не происходит, но память остается, и эта память не дает ему покоя много лет.
либо все-таки перемены происходят, но они происходят очень-очень-очень медленно. Конечно, тут дело каждого. Вы можете блокировать все эти состояния, вы можете сказать, что это не для вас, и вам это сейчас не надо, и это дело ваше. Тут каждый выбирает для себя. Но мы говорим для тех, кто все-таки не только готов раскрыться, а он рад, всей душой рад, что с ним произошла эта встреча с родной душой, и что у него появился этот реальный шанс изменить свою судьбу. Вот в свое время, в 2003 году, при встрече с РД-учителем, я именно так и ощущал, что я не думал, что это за человек, что у нас там будет или не будет, потому что мне было понятно, что ничего там не будет. Умом было все понятно. Но душа моя ликовала от радости, от того, что вот она ожила, что появилась жизнь. И единственный, более-менее связанный какой-то умственный вывод я мог для себя сделать, что наконец-то появился реальный шанс изменить свою жизнь, изменить свою судьбу. Итак, вот произошла встреча с родной душой. А вы почувствовали в себе перемену, вы почувствовали, что вы оживаете. Да? Что дальше? Как говорится, ну вот я ожил, вот я чувствую, что жизнь происходит. И ум тут же начинает задавать вопрос, а что дальше? Вот ты встретил человека, свою родную душу, а общения у вас нет. Или там вы замужем, и он женат. То есть ничего, как бы никакой перспективы этих отношений не может быть. И ум задает вопрос, что дальше? Дальше ничего, давай заканчивай все это. Давай не занимайся ерундой, давай опять вернись опять к своей привычной жизни. Было и прошло, да? Вот так вот может говорить вам ваш ум, что это бесперспективная встреча, что она ни к чему не приведет, она ничего не дает и так далее. Ваш ум это говорит, и в принципе как бы логично. Понятно, что так, наверное, и есть. Но почему-то ваша душа внутри все равно радуется и зовет вас, и говорит, да, вот иди туда, иди, а куда? Ваш ум, он не даст вам ответа, куда идти. Как же меняется ваша судьба? Благодаря какой энергии? Благодаря каким механизмам изменения? Да? Вот при встрече с родной душой. Ваша судьба меняется спонтанно. Она меняется непредсказуемо. Ваш ум вам не даст ответы, как будут происходить эти перемены. Ваш ум не даст вам ответы, куда они приведут эти перемены, что у вас будет, а чего не будет. Он этого не знает. Но ваша душа знает. Она знает, что туда, куда вы идете, следуя за этой любовью, следуя за своим собственным внутренним наитием. Когда произошла встреча с родной душой, у вас возникает какое-то наитие, что вы куда-то должны идти, что-то должно измениться, вас что-то впереди ждет. Вы это четко чувствуете у себя внутри. Ваше сердце, ваша душа это чувствует. Ум этого не знает. Он будет вас забрасывать вопросами, он будет вас одолевать сомнениями. Так вот, этот путь перемен образуется за счет особой энергии, которая ведет вас. И какая это энергия, каждый из вас ее чувствовал. Каждый из вас, кто встречал свою родную душу, вы знакомы, прекрасно знакомы с этой энергией. Это энергия родных душ. Это энергия родственного тепла. Это энергия дома. Это энергия какого-то немотивируемого покоя, немотивируемого оптимизма, что все будет прекрасно, все будет очень хорошо, все будет очень светло. Вот эти вот энергии радости в том числе, да? Даже какой-то бесшабашности, безбашенности, что пусть будет все, что будет, но я все равно вот иду за своей душой, за своим сердцем. Вот что это за энергия. Это поток родных душ, поток, который начинает вас вести вперед, тянуть, который этот поток начинает изнутри менять ваше состояние и постепенно со временем начинает менять вашу повседневную жизнь. Каким образом он меняет повседневную жизнь?
каждый, кто встречал свою родную душу, вы это прекрасно знаете. Вы больше не можете делать многих тех вещей, которые делали раньше. Вот вы встретили свою родную душу, произошло первичное духовное пробуждение, и многое из того, что вы раньше делали, вы уже не в состоянии делать. Вы не можете это делать. Не в том плане, что вы разучились, а в том плане, что что-то внутри вам не дает на это разрешение. Что-то внутри это отторгает, говорит, нет, я не могу это делать. Ну давайте приведем пример, да? Какие вещи вы не можете делать? Очень часто люди становятся вегетарианцами, они не могут кушать мясо. Очень часто люди не могут уже заниматься той профессией, тем делом, которым раньше занимались. Они считают это вообще даже нехорошим, так сказать, занятием, да? То есть недостойным себя. Они говорят, нет, я не могу это уже больше делать. И возникают такие сложности, когда вы больше не можете даже жить в той семье, в которой вы раньше жили. Это действительно так. И вот тут вот возникают уже самые такие, наверное, пугающие вопросы. А что же будет дальше? Самый распространенный пугающий момент — это секта. Вы попали в секту. Да. Другие люди, когда смотрят, как живут те, кто встретил свою родную душу, они не понимают этих людей, потому что жизнь совершенно другая становится. И, конечно, проще сказать, ну какие-то они странные вообще, сектанты они там. Жил человек Да. нормально, и вдруг что-то случилось, сошел с ума. Что-то куда-то он попал не туда, ему там что-то впарили и все. Очень просто так сказать. Но вот важно заметить, что такое секта. Секта — это такая организация, где вас настоятельно держат и не выпускают никуда. В потоке родных душ никто никого не держит. Если вы отказываетесь от этого потока, родные высшие силы не будут настаивать на этом. Мы не будем настаивать на этом. Мы никого не держим никогда. Люди приходят, уходят, приходят новые люди. Потом они вырастают на этом пути, идут дальше в свою жизнь. Мы всегда искренне радуемся за этих людей. За то, что человек нашел при встрече с родной душой что-то свое, он получил это и пошел дальше развивать это в мир уже своим путем. И это не всегда путь родных душ. И в этом нет ничего такого плохого. И у человека, у самого, вот кто встретил свою родную душу, начинает у него начинают возникать такие мысли, что с ним что-то произошло неладное, что-то с ним не в порядке, да? Ум постоянно человека пугает. Ум постоянно выбрасывает различную информацию, которая направлена на то, чтобы ограничить ваше движение, чтобы вы не шли путем души. Потому что когда вы идете путем души, то ум уже остается на второстепенных ролях. Он привык всегда управлять вами и вдруг теряет свою власть управленческую. Управленческая власть переходит к душе. Он, конечно, паникует и, конечно, вас не пускает. Даже Бог с этим с умом, как говорится, и ладно. Но вот мне что интересно, вот мой личный пример. До встречи с Андреем я находилась в ужасных состояниях, я просто не могла найти себя. Я искала свой путь, искала свою душу, где же я могу применить свою душу, не работать вот на человека какого-то, да, вообще непонятно чем заниматься, непонятно для чего жить. И вот в этом поиске я находилась, и вот что интересно, когда мне было очень плохо, меня не поддерживал никто из моих друзей. Был только один человек со мной рядом, и если она меня сейчас слышит, эта девушка, тоже моя родная душа, вот она меня поддерживала как могла, вот на своем уровне, как она меня понимала. Все, больше никого не было, все остальные просто отвернулись. И я помню, как я выходила тогда еще в контакт, я только-только там начинала что-то делать. Я писала какие-то стихи, публиковала, ожидая отклика от того, кто почувствует мою душу. Все молчали, все друзья молчали, им было не до меня. Но как только случилась моя встреча с Андреем, тогда с моей божественной половиной, которая просто пробудила меня, она раскрыла во мне все жизненные силы и резервы, я была счастлива. И вдруг я стала писать слова «Бог», «Любовь» на своей стене ВКонтакте. Первое же
откликнулась одна из моих знакомых, из моего окружения, которые тогда меня никак не замечали, когда мне было плохо, и написала: «Слушай, мы переживаем за тебя, а ты не в секту попала?» Ну, вы знаете, просто хотела сказать: а где вы были раньше? Где вы были, когда моя душа кричала от боли, когда она звала, когда она ждала, что кто-то откликнется на мою душу? Где вы были раньше? И сейчас, когда я счастлива, когда я пишу любовь, когда я пишу Бог, и я живу этим, вдруг вы переживаете за меня и говорите, что я попала в секту. Ну, вот вам, пожалуйста, яркий пример, как реагирует социум на такие вот процессы. Социум и подобные эгрегоры социальные, различные социальные эгрегоры устроены очень просто, элементарно. Они держат каждого человека в определенных рамках. Вот они, эти рамки есть. Вот у вас есть круг знакомых, родственников, друзей, вот он очерчен вот такими рамками. Как только вы вырываетесь за рамки, эта среда начинает беспокоиться, она начинает вас тянуть обратно. Эй, ты куда? То есть эгрегор устроен элементарно, ему нужны души людей, ему нужна энергия. Вот если вы в этом эгрегоре находитесь, даже если вы очень плохо себя чувствуете, даже если у вас очень мало энергии, все равно вы ему нужны. Но если вы оттуда выходите вдруг, да, вот, он начинает бунтовать, он начинает бить во все колокола: давай вернись, давай обратно. Вот это нужно тоже осознавать. Если вы хотите изменить свою судьбу, если вы хотите изменить свою жизнь, вы будете вырываться за пределы этих рамок. Если вы не будете вырываться за пределы этих рамок, вот очерченных, уже готовых, в которых вы живете, значит никаких изменений по сути нет. И ничего вы не измените. Так и будете ходить по кругу. Но как только вы вырветесь за пределы этих рамок, все начнут звонить во все колокола, все начнут тянуть обратно. Те друзья, которые вам никогда не звонили, не писали, вдруг объявятся, скажут: как твои дела, да что у тебя там с тобой. Начнет разрываться ваш телефон, начнут беспокоиться ваши родственники, откуда ни возьмись взявшиеся. Хотя раньше они, может быть, особого внимания на вас и не обращали. То есть вот так устроен эгрегор. Он начнет вас тянуть обратно: давай сюда, опять в нашу известную среду. Пусть оно может быть и болото, но оно наше. Вот ты вернись в него обратно. Вот то, что ждет каждого человека, который решил откликнуться на зов своей души и пойти своей душой. Его ждет сопротивление среды. И если вы будете настойчивы, если вы будете до конца преданы своей душе, то вы, безусловно, победите. Никакая система не сможет вас остановить, если вы со своей душой. Ваша душа сильнее, там огромное количество энергии. А когда вы откликаетесь на зов своей души, с вами начинают происходить настоящие чудеса. То, чего ваш ум понять совершенно не может. То, что выходит за пределы любых, может быть, умозаключений, любых каких-то логических построений, вот все это с вами начинает происходить. Вот так вот начинаются перемены, так по-настоящему кардинально начинает меняться ваша жизнь, когда вы встречаете свою родную душу и откликаетесь на зов своей собственной души. Итак, смотрите, что же получается дальше. Вот вы преодолели сопротивление среды, вот вы не испугались собственного ума, вы не испугались осуждения окружающих, вы как-то махнули на это рукой, да? И дальше вы идете путем своей души. Еще раз, какая же энергия ведет вас по этому пути? Если вас уже не поддерживают прежние друзья, они своей энергией вас не поддерживают, да? Они вас не понимают. Как минимум не понимают, как максимум осуждают и хотят вернуть назад. Если вас не поддерживают еще многие другие люди, которые были рядом с вами, то какая же энергия вас поддерживает? Какая энергия вас по этому пути ведет? Конечно, очень просто сказать энергии вашей души, и так оно и есть. Но мы хотим сказать, что когда вы встречаете свою родную душу, вас ведет совершенно особенная энергия. Это действительно особенная энергия. Энергия РД-потока – это энергия любви, энергия родного тепла, энергия, которая очень легко и просто избавляет вас от страха.
От страха от того, что вы покинули свои прежние программы. А страх избавляет от того, что вас уже не поддерживают многие люди, которые раньше как бы вас так формально, может быть, скорее всего, поддерживали. Вот эта энергия любви внутри, которая у вас родилась, энергия покоя, энергия глубокой-глубокой родственности вас поддерживает. Вы незримо чувствуете, что рядом с вами ваши родные. Вот как бы вы ни называли эти состояния, но самое лучшее название – это то, что вы чувствуете родственность. Вы чувствуете, что вы на своем пути. Вы чувствуете, что с вами ваши родные высшие силы. Действительно, вы ощущаете это. Вот этот кокон, энергетический кокон, который вокруг вас образовался, это не просто какая-то умозрительная конструкция, это реальное ощущение, что вас ведет по этому пути что-то очень родственное, теплое, любящее вас, оберегающее вас, ваши родные высшие силы. Поэтому это энергия РД-потока. И вы знаете, что интересно, эту энергию РД-потока люди ощущают не только при встрече с родной душой, но они потом ощущают это на наших тренингах, на наших онлайн-занятиях. Мы транслируем эту энергию РД-потока. При нашей встрече в 2012 году, когда мы встретились в Шансе, нам была дана такая сверхспособность транслировать энергию этого потока. И при трансляции этого потока люди ощущают все те же самые состояния, когда они встречают свою родную душу. Они получают ту же самую энергетическую поддержку. Они чувствуют тот же самый покой, любовь, родственную любовь, чувствуют состояние радости, оптимизма. И все то же самое, что происходит при встрече с родной душой. То есть о чем мы хотим сказать? Мы хотим сказать, что дело не в конкретном человеке, которого вы встретили. Это может быть человек действительно духовно развитый, достойный, а может быть и наоборот, совершенно духовно неразвитый, может быть очень даже низкий человек, которого вы встретили, свою родную душу. Но между вами образовался этот поток энергии. Вот этот поток энергии, поток родных душ, он и есть самое главное, то, что определяет ваши изменения, изменения вашей судьбы, ваш дальнейший путь. Поток энергии. Вот этот поток энергии и нужно сохранять. Даже если ваша родная душа больше не появится в вашей жизни никогда. Вы его встретили один-два раза, и все, и больше ничего. Тем не менее, на протяжении многих последующих лет вы можете чувствовать этот поток энергии, поток родной души. Вот именно этот поток энергии и определяет ваше дальнейшее путешествие по жизни, определяет изменение вашей судьбы, что в вашей судьбе будет новое, кем вы станете, чем вы будете заниматься, кого вы встретите, кого, может быть, даже не встретите. Этот поток энергии, ваши родные высшие силы определяют движение по вашему новому пути. Они вас ведут, они вас оберегают, они вам помогают, и они очень часто откликаются на ваши просьбы какие-то, просьбы о помощи, о поддержке. С 2012 года мы провели огромное количество медитаций, РД-активаций, как в режиме онлайн, так и в режиме живых тренингов. Это очень много было таких процессов, мы просто не подсчитывали. Не знаю. До сих пор они есть. И они и до сих пор есть. Это несколько сотен процессов. И при каждом таком процессе люди ощущают одно и то же – энергию родного потока. И если человек на протяжении долгого времени, нескольких месяцев или тем более нескольких лет, сохраняет этот поток энергии у себя внутри, этот поток энергии начинает совершать с этим человеком уже настоящие чудеса. Он выходит на мистический план, у него пробуждаются сверхспособности, у кого-то пробуждаются способности к целительству, у кого-то пробуждаются способности
к творчеству. Кто-то вдруг находит какое-то свое новое занятие в жизни, чем он занимается, и достаточно успешно начинает заниматься. То есть чудесным образом, вот хочется обратить внимание на то, что чудесным образом, без всякого участия ума, у вас начинают возникать такие события в вашей жизни, которые, может быть, вы никогда и не ожидали. У вас разворачивается ваша судьба таким образом, что вы понимаете, да, вот это действительно мое родное. Это вот то, что я вот, собственно, и хотел. Да-да-да. И вот вдруг это появляется. Обратите, пожалуйста, внимание. Самое главное, вот сейчас такой как бы вывод, фабула. Если вы идете по этому пути, вас ведет энергия РД-потока, потока родных душ, с вами происходят чудеса, и с вами возникает именно то, что вам по-настоящему нужно. Вот так происходит изменение судьбы на пути родных душ. Вот так же произошло и в моей жизни, когда я тоже искала, вот до встречи с Андреем у меня были особенно насыщенные, наверное, 2 года, очень тяжелые, я всегда об этом говорила, много раз рассказывала. Но начался этот поиск сознательно уже начиная с 2009 года, с 2008, то есть это где-то около 4 лет до нашей встречи. Я вот как раз искала. Я тогда читала книги Кастанеды, и все, что там было описано, очень многое, его, что именно из энергетических процессов у меня происходило, потому что именно так я проверяю всегда, действительно правильно это пишет, правда или нет. Оказалось, что правду. И вот тогда у меня было очень большое желание тоже видеть энергию. Однажды это видение со мной случилось. Вот то, что описывается в книгах Кастанеды, то, что рассказывал сам Кастанеда, то, что рассказывал ему Дон Хуан, как он видит энергию мира. И вот у меня было такое же желание научиться видеть эту энергию. Однажды это случилось, и потом уже дальше я так и хотела, как бы, чтобы она наконец-то раскрылась. Когда мы встретились с Андреем, это был 12-й год, и тут я вдруг почувствовала все эти энергии, я стала их отличать. Я стала очень тонко чувствовать вообще энергетические потоки. Это не сразу произошло, там, может быть, несколько месяцев прошло, но постоянно что-то раскрывалось. И тут я поняла, что на самом деле эту энергию я чувствовала с самого раннего детства. Просто часто, поскольку у меня не было никакой совершенно информации, не было информации у родителей и близких, это все принималось за болезнь. И мне давали таблетки. То есть, например, я чувствовала энергию в голове, очень сильная активизация в сахасраре, вот как сейчас я сижу и точно так же ее чувствую. Но это принималось, я говорила: ой, мам, ты знаешь, я чувствую, как вот у меня голова такая странная, как в тумане, она какая-то как колючая, что-то описывала ей, она мне давала таблетку, чтобы не переживала действительно, что мало ли там что случится. И вот когда мы с Андреем встретились, и у меня пошла мощная активизация именно сахасрары, я тоже испугалась, потому что меня приучили бояться этого. И я ему, помню, писала и говорила: ты знаешь, у меня голова просто разрывается. Вот такое ощущение, она разрывается у меня. У меня может быть давление, может быть там инсульт случится или что-то такое. Было страшно. Он мне дал послушать мантру. Прислал мне мантру и сказал: вот слушай ее и наблюдай. И действительно, я наблюдала, и ничего не случилось, никакого давления не было. Это просто была энергия. И я поняла тогда, что на самом деле эта встреча с Андреем, вот, с моим мужчиной, с моей божественной половинкой, она раскрыла во мне то, что было во мне всегда. И сейчас, уже по истечении 7 лет, я очень хорошо чувствую эти энергии, я их отличаю. И мне это нравится, это помогает мне в моей работе. Я их передаю другим людям, которые приходят на занятия. И вот оно мое, оно раскрылось благодаря нашей встрече. То, что раскрылось во мне благодаря нашей встрече, я тоже
рассказывал, и тут нужно сказать, наверное, уже коротко. Раскрылось то, что я ждал, звал, очень сильно хотел, чтобы у меня было в жизни. Я очень сильно этого хотел на протяжении многих лет. Я чувствовал, что-то я должен делать такое совершенно особенное, что-то я должен делать такое, что будет пробуждать души людей, что поможет им откликнуться на зов своей души и начать путь своей души. Вот это я очень смутно чувствовал, очень смутно, что-то вот такое, вот что-то вот. И когда произошла встреча с Шанти, вдруг это прояснилось практически моментально, очень быстро. Очень быстро все стало вставать на полочки. И моя встреча с РД-учителем, и дальнейшая встреча с кармическим партнером. И все это систематизировалось вот в те знания, которые мы даем, учение родных душ. Все произошло спонтанно и само. То есть, как будто бы, ну не как будто бы, а точно, вот недостающий пазл, недостающая огромная часть, она появилась в моей жизни, и все стало ясным. Все стало происходить само. Вот таким образом изменилась и наша судьба, и судьба Шанти, и моя судьба, что мы стали заниматься нашим делом, стали помогать многим другим людям. И, конечно же, в первую очередь, в основном, мы помогаем и поддерживаем именно тех людей, которые встретили свою родную душу. Нам этот путь известен великолепно. Мы им идем, и мы постоянно, ежедневно находимся в этих энергиях, в этом потоке. И в этом потоке постоянно раскрывается что-то новое, 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 новое. И мы наблюдаем, что и у других людей, которые также в этом потоке живут, у них тоже раскрывается новое, они этого не ожидали. Но потом, когда они начинают анализировать свою прошлую жизнь, они говорят: да, я что-то смутное такое же чувствовал в детстве. Что-то смутное у меня внутри вот это вот присутствовало, где-то глубоко в душе. Но я не мог понять, что это. Я не мог дать этому определение, тем более я не мог это как-то воплотить, реализовать в жизни. А вот после того, как человек действительно принял этот поток родных душ, принял эту энергию, не стал ее бояться, не стал ее блокировать, а принял и стал практиковать в этом потоке. Что значит практиковать? Вот у нас в школе есть РД-практики, это РД-садхана, это РД-активация, это другие техники, которые даются на живых тренингах, это РД-танец, дыхание и так далее. Вот все эти техники мы даем только в РД-потоке. Вот когда человек находит для себя что-то, свою какую-то технику, но в РД-потоке, он начинает этот поток расширять. Он не просто его принимает, он начинает его прорабатывать, и поток расширяется. И вот с ним начинают возникать те же самые чудеса. Вдруг появляется новое раскрывается. Опять-таки то, чего он не ожидал. И наступает тот момент, когда это новое, оно не только внутри созревает, не только человек принимает полностью себя, обретает свою целостность на самом деле. То есть он говорит: вот я настоящий. Он обретает это внутри реально. Но потом это еще переходит во внешнюю жизнь, он начинает действовать в этом потоке, начинает какие-то уже действия совершать, то есть уже осваивать новый вид деятельности, новую профессию, начинает помогать другим людям и так далее. Вот что происходит, вот что способствует изменению нашей судьбы. И вот Шанти говорила, я подчеркну еще раз, вот эту свою настоящую судьбу, свое настоящее предназначение каждый из нас чувствует глубоко внутри, в своей душе. Это есть у каждого человека. Но это дремлет, это спит, это заблокировано различными программами, социальными, семейным эгрегором. В семье кто-то не разрешал, в социуме это не принято. Это заблокировано нашими травмами, что любить нельзя, любовь – это боль, любовь – это страдание. И так далее, и так далее. Огромное количество блоков, которые, конечно же, они должны вычищаться. И вот коротко просто скажу, да, ведь… И самое главное, любовь проходит. Да, и есть такой еще блок, что это пройдет, это все улетучится, поэтому это ерунда, не стоит на это внимание обращать. Да?
много-много других блоков, которые не дают вашему предназначению, не дают вашей настоящей судьбе, которая есть глубоко внутри, реализоваться, выйти на поверхность. Вот там внутри это есть как зернышко, или как какой-то вот червячок, который точит вашу душу, покоя не дает, как заноза какая-то, да, которую боль приносит, которая говорит, вот ты иди туда, не знаю куда, ты должен сделать то, не знаешь что, но должно что-то произойти, чтобы ты все-таки начал жить наконец. Вот это все внутри происходит смутное, зажатое, заблокированное, запертое, закрытое. Но вот вы встретили свою родную душу, и вот это вот все раскрывается, моментально высвобождается. Происходит активизация этого потока энергии родных душ, который вас поддерживает. Вы принимаете этот поток, очищаетесь, да, очищение болезненное, очищение иногда долгое, иногда многолетнее очищение, действительно. Это очень тяжело, это очень больно, потому что многие люди, они действительно накопили огромное количество блоков, огромное количество различных кармических травм. И все это вычищается. Но вот вы очищаетесь, у вас происходит трансформация, у вас происходит преображение, и ваша новая судьба, она уже на самом деле как ковровая дорожка перед вами расстилается. Вы уже по ней идете, ну не то чтобы беспрепятственно, но радостно. Вы идете по ней под лучами солнца. Это не значит, что я тоже хотела сказать, не всегда. Не значит, что манна небесная упадет на вас, и вам вообще ничего делать не надо, а вот только как бы пожинать плоды. Нет, мы не об этом говорим. Мы не рассказываем каких-то небылиц и сказок, которые нереальные. Нет, не в этом. Вы обретаете реальный путь, реальную энергию по нему двигаться, а раньше этого не было. Раньше это было как маленькое зернышко, глубоко в душе. Как маленькая заноза, которая только больно колола, и все, и больше ничего. И вдруг это все раскрылось, вдруг это все потекло потоком, вдруг это все пошло. Вот так вот меняется жизнь, вот так вот меняется судьба. Поток энергии дается вам во время встречи с родной душой. Принимая этот поток, не блокируя его, не боясь его, не смущаясь своим умом, а откликаясь на свою душу, вы обретаете свой путь, вы обретаете свою настоящую судьбу. И да, пусть вам придется пройти через многие испытания, через боль внутреннего очищения, через боль трансформации. Через это проходят все, кто реально по-настоящему раскрывает свою душу. Через это проходят все. Никто не проходит без боли вот так вот, пшик и все. Такого не бывает. Через боль, через соблазны, через какие-то еще препятствия придется пройти. Но вы обретаете свой путь и свою жизнь в конце концов. И вы уже живете по-настоящему. У вас уже внутри никакой червячок вас не гложет. У вас уже внутри образуется этот поток энергии, который постоянно вас куда-то ведет. Постоянно что-то меняет в жизни, меняет. Жизнь постоянно происходит. Вот это то, что вы обретаете на пути родных душ, когда откликаетесь на все это. И что... Пример сказать реальный, то, что вот мы сейчас это все говорим, так все хорошо звучит, да, казалось бы, легко, красиво. Но мы не только говорим за себя, а говорим за других людей, которые также идут вместе с нами этим путем РД, путем любви. И те, кто занимается постоянно в нашей школе РД, они уже тоже, они чувствуют этот вкус вот этого потока, и они не могут уже уйти в сторону. А просто нет желания. Зачем? Если у тебя есть все здесь, то зачем куда-то идти? Ты пришел. И мы говорим и об этих людях. То есть это постоянно какие-то перемены, постоянно открывается что-то новое. Вот как сейчас Андрей говорил, это не только у нас открывается новое, но и у всех тех людей, которые идут этим путем, которые преданы этому потоку, преданы, потому что любят этот поток, потому что этот поток — это их жизнь, и вот наша жизнь.
И мы искренне радуемся, когда это происходит у других людей. Вот у нас недавно тоже наша постоянная участница, она все время нас радует какими-то своими процессами, всегда рассказывает на каждом занятии, что у нее происходит сейчас. Вот ей открывается там поток целительства, открывается что-то еще очень важное, очень ценное. Сейчас у нее идет проработка прошлых воплощений, каких-то блоков, каких-то травм, каких-то болезненных взаимоотношений. И все это уходит, 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 очищается. Также уходит через боль. Но потом, когда вы проходите внутреннее очищение, вы понимаете, что эта боль — это естественно, потому что это светлый поток, и он очищает вас от всего того, что не светлое. И вы уже жаждете того, чтобы эта боль произошла, чтобы она прошла через вас и ушла, и вы шли дальше своим потоком, своим путем, в светлом, родном потоке. Завершая нашу сегодняшнюю встречу, нужно сказать о главном. То, что вот так аккумулирует все то, о чем мы говорили, квинтэссенция сегодняшней встречи. Вы знаете, есть очень много людей, которые чувствуют себя в этой жизни не на своем месте, не в своей тарелке, которые не могут найти себя в этой жизни, и которые очень страдают от этого. Не принято особенно говорить на такие темы, поэтому кажется, что таких людей мало, что это такие какие-то редкие отщепенцы, и, в общем-то, не о чем тут особенно говорить. Но на самом деле нет. Таких людей достаточно много. Просто, как правило, они живут молча, никому не рассказывая о своих переживаниях. Страдают, часто болеют из-за этого, потому что не находят своей энергии, своей силы, которая бы поддерживала их в этой жизни. Не находят своих родных по духу людей, живут в чужеродной среде. И вот когда такие люди, особенно когда такие люди встречают свою родную душу, то они очень часто понимают все. Они понимают, что на самом деле в этой жизни им не нужно было приспосабливаться, не нужно было занимать чужое место, не нужно было манипулировать, чтобы как-то выжить в этой жизни. Они понимают, что в этой жизни им предназначено самой судьбой раскрыть свою душу, пробудиться и идти путем своей души. Они понимают, что их предназначение в этой жизни – оно находится именно на этом пути души. Не на каких-то других путях, которые, может быть, престижные, высокооплачиваемые, признаны другими людьми. Нет, они понимают, что у них именно свой путь. И этот путь перед ними раскрывается именно благодаря встрече с родной душой. Часто бывает такое. Не всегда так, но мы говорим о пути родных душ. При встрече с родной душой перед ними раскрывается этот самый путь души. И во многом, в основном, мы ведем свою деятельность именно в поддержку таких людей, которые чувствуют свою душу, чувствуют глубоко внутри у себя какую-то неудовлетворенность, большую неудовлетворенность этой жизни, чувствуют, что им нужна их собственная, настоящая жизнь, жизнь по душе. Вот для таких людей мы осуществляем свою деятельность, мы работаем, мы поддерживаем таких людей. И таким людям в первую очередь мы хотим сказать в завершении этой встречи. Если вы встретили свою родную душу, если вы почувствовали этот поток, о котором мы сегодня говорили, и ощутили этот поток своим родным, настоящим, ничего не бойтесь. Не бойтесь. Идите туда, куда ведет ваша душа вас. Идите под управлением своей души. Откликайтесь на ее зов и идите. Вы обязательно обретете свое предназначение. Вы обязательно обретете себя. И вы обязательно, без сомнений, не сомневайтесь в этом, вы обязательно встретите своего человека на этом пути, который вас поймет, который будет вашей родной душой, который будет вместе с вами,
который будет поддерживать вас. На этом пути вы обретете все, что вам действительно предназначено в этой жизни по вашей судьбе. И это самое лучшее, что может быть у человека.